Всем привет, друзья! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 500 грамм куриных желудков. Тщательно их промываем и нарезаем порционными кусочками. Новый рецепт приготовления куриных желудков. Секрет в маринаде. Готовлю просто куриные желудки. Куриные желудки – отличное блюдо к обеду или ужину. Муж в восторге. Если вы не знали, как сделать мягкие куриные желудки, досмотрите это видео до конца. Очень вкусные куриные желудки в духовке. Отправляем куриные желудки в миску. Добавляем пол чайной ложки соды. Хорошенько перемешиваем. Накрываем тарелкой и оставляем на 20 минут. Затем заливаем 2 литрами воды и тщательно промываем. Откидываем пупочки на сито и даем стечь в воде. Затем добавляем пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки сладкой копченой паприки и половину чайной ложки специй курицы. Добавляем 2 столовые ложки майонеза и 3 чайные ложки горчицы, у меня нежная. Хорошенько перемешиваем. Теперь нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Добавляем к пупочкам. Также нам понадобится 1 лук. Разрезаем его пополам, затем еще раз пополам и нарезаем четверть кольцами. Разделяем четверть колечки друг от друга. Добавляем к куриным желудкам. Хорошенько перемешиваем. Накрываем и оставляем в холодильнике промариноваться на ночь. По истечении времени пупочки перемешиваем. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Перекладываем пупочки, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. По истечении времени приготовим соус. Нам понадобится 3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка французской горчицы в зернах, 1 чайная ложка меда,
и 1 столовая ложка лимонного сока. Хорошенько перемешиваем. Добавляем 50 мл воды. Достаем пупочки из духовки, поливаем соусом. И отправляем в духовку еще на 30-40 минут. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа или любимой вашей зелени. Достаем пупочки из духовки, перекладываем в блюдо для подачи, посыпаем зеленью и подаем к столу. Куриные желудки готовы. Быстрый и простой рецепт приготовления куриных желудков. Отличное блюдо к обеду или ужину для всей семьи. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Если вы не знали, как приготовить куриные желудки, это идеальный рецепт. Куриные желудки по-домашнему. Вкусное сытное блюдо. Куриные желудки, которые тают во рту. Отличная идея ужина с курицей. Простой и вкусный рецепт. Можно подавать с любым гарниром, особенно вкусно с салатом из огурцов. Это действительно красиво и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 500 грамм курячих пупочков. Курячие желудочки отправляем в миску, вливаем 1 литр питьевой воды, добавляем 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки яблочного 6% уксуса. Перемешиваем. Оставляем курячие пупочки промариноваться на полчаса. Затем воду сливаем. Желудки откидываем на сито и даем стечь в воде. Теперь куриные желудки нарезаем небольшими кусочками. Сочные куриные желудки тают во рту. Этому трюку меня научил друг из Испании. Теперь куриные желудки готовлю только так. Отличный рецепт на обед или ужин. Готовится из простых и доступных продуктов для всей семьи на каждый день. По этому рецепту куриные желудки получаются божественно вкусными, сочными, без духовки. Новый рецепт куриных желудков муж в восторге. Если вы не знали, как просто и вкусно приготовить куриные желудки, это идеальный рецепт для вас. Секреты приготовления бабушкиного нежного мяса. Теперь курячие пупочки отправляем в кастрюлю, заливаем 1,5 литрами питьевой воды, добавляем еще 2 столовые ложки яблочного 6% уксуса и отправляем кастрюлю на огонь. Доводим до кипения, убираем пену и варим на умеренном огне 1 час. По истечении времени разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла, добавляем 20 грамм сливочного масла, растапливаем и при помощи шумовки перекладываем пупочки в сковороду. Периодически помешивая, обжариваем 2-3 минуты. Тем временем мелким кубиком нарежем 1 репчатый лук,
Добавляем лук в сковороду, перемешиваем и обжариваем до появления золотистости. Пока обжаривается лук с пупочками, некрупным кубиком нарежем 2 болгарских красных перца. Периодически желудки с луком перемешиваем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить куриные желудки вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем перец в сковороду. Перемешиваем. Обжариваем до полумягкости перца. Периодически перемешиваем. Пока обжаривается перец, некрупным кубиком нарежем 2 средних томата. Теперь добавляем помидоры в сковороду. Перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки сметаны, у меня 15% жирности, соль по вкусу, я добавляю пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию. Для баланса вкуса добавляем половину чайной ложки сахара, половину чайной ложки специй к курице, половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Все хорошенько перемешиваем, ждем закипания. Затем накрываем крышкой и тушим пупочки с овощами на умеренном огне 30 минут. Периодически куриные желудки с овощами перемешиваем. Тем временем займемся гарниром. Нам понадобится 3 картошки. Картофель очищаем и нарезаем брусочками шириной 3-5 мм. Отправляем картофель в миску. Добавляем 1 куриное яйцо, соль по вкусу, я добавляю 1/3 чайной ложки, черный перец по вкусу, половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Хорошенько перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку картофельного крахмала, снова перемешиваем. Разогреваем сковороду со 100 мл растительного рафинированного масла. Выкладываем картофель и обжариваем на умеренном огне 3-5 минут до золотистости.
Затем картошку переворачиваем, обжариваем еще 3-5 минут до готовности и золотистости. Убираем картошку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Тем временем уже прошло полчаса. Перемешиваем пупочки с овощами. Очищаем 4 зубчика чеснока. И мелко нарезаем. Добавляем чеснок в сковороду. Также мелко нарезаем полпучка петрушки. Отправляем в сковороду. Перемешиваем и даем протушиться буквально 2 минутки. Куриные желудки с овощами в сковороде готовы, подаем к столу. Быстрый и простой рецепт приготовления куриных желудков. Куриные желудки, которые тают во рту, можно подавать с любым гарниром. Я люблю это блюдо с картошкой. Отличная идея ужина с курицей. И если вы не знали, как сделать мягкие куриные желудки, этот рецепт просто находка. Быстрый и простой рецепт приготовления куриных желудков. Простой рецепт подлива из куриных желудков. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 600 грамм куриных желудков. Желудки промываем и в зависимости от размера нарезаем на 2 либо 3 части. Отправляем куриные желудочки в миску. При помощи овощечистки очищаем 3 киви. И натираем на мелкой терке. Добавляем киви к желудкам и добавляем 1 столовую ложку французского соуса с горчицей. Хорошенько перемешиваем пупочки. Накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на полчаса. 1 довольно крупный репчатый лук нарезаем четверть кольцами. Этот рецепт настоящее сокровище. Мало кто так готовит куриные желудки. В этом видеорецепте я покажу вам, как приготовить мягкие куриные желудки. Этому рецепту куриных желудок я научилась у повара из Китая. Попробуйте этот рецепт, он вам обязательно понравится. Быстрый и простой рецепт приготовления куриных желудков. Отличное блюдо к обеду или ужину для всей семьи. Теперь в сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Разогреваем, отправляем лук в сковороду. Обжариваем лук до появления золотистости. А тем временем очистим и мелко нарежем 3 зубчика чеснока. Периодически лук перемешиваем.
Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свои отзывы о рецепте в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем чеснок к луку, перемешиваем и продолжаем обжаривать на умеренном огне. Тем временем очистим и нарежем небольшим кубиком одну морковь. Если вы не знали, как приготовить куриные желудки, это идеальный рецепт. Куриные желудки по-домашнему – вкусное, сытное блюдо. Быстрый и простой рецепт приготовления из простых и доступных продуктов. Куриные желудки, которые тают во рту. Простой, полезный, вкусный рецепт из курицы. Добавляем морковь в сковороду. Перемешиваем и обжариваем до полумягкости. Тем временем в отдельную сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем 30 грамм сливочного масла, растапливаем и добавляем пупочки. Ждем закипания и тушим на умеренном огне 5 минут. Овощи периодически перемешиваем. Теперь довольно крупным кубиком нарезаем 2 средних томата. Добавляем томаты к пупочкам. Перемешиваем и ждем закипания. Тем временем промываем 200 грамм булгура. Откидываем на сито. Добавляем булгур к овощам. Обжариваем булгур с овощами 3 минуты, периодически помешивая на умеренном огне. Теперь пупочки солим по вкусу. Я добавляю 2/3 чайной ложки соли, перчим по вкусу и по желанию. Добавляем 1 чайную ложку специй к курице и 1 чайную ложку куркумы. Перемешиваем и тушим еще 5 минут. Мелко нарезаем полпучка петрушки. Добавляем к пупочкам. Перемешиваем, тушим еще 5 минут.
Теперь к куриным желудкам вливаем 400 мл куриного бульона, перемешиваем, доводим до кипения и добавляем овощи с булгуром. Снова перемешиваем, доводим до кипения, убавляем огонь до умеренного, накрываем крышкой и тушим 20-25 минут до готовности. Периодически в течение этого времени перемешиваем. Затем выключаем огонь и оставляем под крышкой еще на 5-10 минут. Тушеные маринованные куриные желудки готовы, подаем к столу. Секрет в маринаде: готовлю просто куриные желудки. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.